Эта история стала одной из самых зловещих и тревожных страниц в истории Челябинска, а все началось весной 1989 года. Именно тогда таинственно исчезла Валентина Торбина, прилетевшая из Москвы в Челябинск в командировку и навестить родителей. Последний раз ее видели, когда она покинула самолет и направлялась в аэропорт Баландино. И все, как будто растворилось в воздухе. Родители подняли тревогу. Сотрудники милиции обыскали территорию воздушной гавани. Безрезультатно. Начали опрашивать на площади перед аэропортом таксистов, водителей автобусов, уличных торговцев. Никто не видел Торбину, зато выяснилась новая напасть: пропал таксист Валерий Коротков. Он не вернулся в таксопарк после смены. Вскоре исчез еще один таксист, а за ним автомобилист, подрабатывающий частным извозом, затем без вести пропала девушка, и тут же еще один молодой мужчина. Во всех случаях люди пропадали в районе аэропорта и были либо приезжими, либо таксистами. Но их поиски не приносили никакого результата. В милиции забили тревогу. Больше всего сыщиков смущало то, что во всех эпизодах никто не видел, как именно исчезает человек. Никаких очевидцев нападения, никаких данных вообще. Люди как будто испарялись. Масштабные оперативные действия оказались безрезультатными, пока тела пропавших случайно не начали находить в разных местах в окрестностях Челябинска. Выстрел из охотничьего ружья – один и тот же почерк во всех случаях. Эксперты благодаря баллистической экспертизе смогли установить, что стреляли из двух ружей, патронами, снаряженными стальными шариками от подшипников вместо обычной свинцовой дроби. Применение таких патронов оборачивалось более серьезными ранениями. Значит, злодей не один? Между тем, неизвестные бандиты и не думали останавливаться. Один за другим пропадали водители со своими машинами, их тела тоже со временем находили, как и сожженные остовы машин. Проходил месяц за месяцем, множилось количество преступлений, но зацепок не появлялось. Такой невероятный разгул преступности раздражал не только милицию, но и граждан. Среди жителей некогда тихого и спокойного города начал расти страх, подогреваемый слухами и сплетнями. Люди старались не появляться в окрестностях аэропорта, да и в самом городе не чувствовали себя безопасно. Однажды в милицию поступил сигнал: на одной из улиц города некий человек, вооруженный обрезом, угрожает людям и нарушает общественный порядок. Подоспевшие сотрудники милиции оперативно скрутили пьяного дебошира и отвезли в отделение. Установили личность, некто Евгений Гончаров. Обрез отправили на экспертизу, но ее результаты показали, что это совсем не то оружие, которое используют бандиты в своих нападениях. Гончарова оставили в СИЗО, но тогда никто и подумать не мог, что этот пьяный хулиган является одним из членов таинственной банды, которая держит в страхе весь Челябинск. Милиция продолжила поиски опасных преступников. Сведения о происходящем дошли до Москвы, и оттуда поступило указание найти и задержать преступников как можно скорее, задействовав все возможные силы и средства милиции. Правоохранители буквально прочесывали город и окраины, в небе на низкой высоте патрулировал вертолет, на дорогах дежурили передвижные засады, а на постах ГАИ проверяли все без исключения автомобили. В один из осенних дней экипаж ГАИ остановил мотоцикл с двумя подгулявшими гражданами. Пока один инспектор составлял протокол, другой продолжил наблюдение за дорогой и заприметил автомобиль ВАЗ. Взмах жезла, машина послушно остановилась, водитель вышел и предъявил милиционеру документы. И тут инспектор заподозрил неладное: фотокарточка была отдельно от водительского удостоверения. Шофёр объяснил это тем, что фото просто отклеилось. Такое было маловероятно, и милиционер потребовал предоставить паспорт. Шофёр кивнул и пошел к машине. Он полез внутрь салона и вдруг выхватил обрез и начал стрелять. Инспектор успел прыгнуть за патрульный автомобиль и был всего лишь слегка задет. Второй инспектор, который находился в машине, пригнулся, и второй заряд прошел мимо него. Стрелок бросился в лес. Милиционер, убедившись, что товарищ жив, кинулся в погоню. Но время было упущено, преступник сумел скрыться. Увы, в этом инциденте погиб задержанный пассажир мотоцикла, он не смог увернуться от выстрела. К месту происшествия прибыли наряды милиции и приступили к прочесыванию местности. Использовали собак. След привел в ближайший поселок. Там к сотрудникам подскочил молодой парень, который рассказал, что из леса на него вышел некий мужчина, угрожал обрезом и требовал отдать мопед. Парень отказался и швырнул ключи на крышу ближайшего строения.
Мужчина не стал в него стрелять и вновь скрылся в лесу. Потом выяснится, что у бандита оставался один патрон, и он приберег его для себя, если вдруг догонит милиция. Милиционеры продолжили погоню, но в итоге потеряли след. В машине преступника были найдено водительское удостоверение на имя Игоря Колчина, и на фото в нем инспекторы признали нападавшего. Из-за спешки он забыл документы в машине и этим выдал сам себя. Конец банды отныне был предопределен. Колчина объявили в розыск, проверили его семью. Были задержаны жена Игоря Людмила и его младший брат Владимир. Владимир держался уверенно и утверждал, что не знает о делах брата и вообще с ним не общается. А вот Людмила не выдержала в изоляторе и 2 дней и призналась во всех преступлениях, в которых участвовала или о которых знала. Оказалось, впервые Игорь Колчин напал на некую женщину в 1986 году. Вопреки его ожиданиям, она выжила и в будущем стала свидетельницей, которая его узнает. Затем он совершил еще одно нападение. И обо всем этом он рассказывал жене, которая не выдала его, а наоборот, со временем стала его соучастницей. В 1989 году Игорь Колчин сколотил банду, в которую вошли он сам, его жена Людмила, брат Владимир, невеста Владимира Елена Малахова, ее брат Олег Малахов и Евгений Гончаров, тот самый, которого ранее задержали за пьяный дебош. Они решили грабить людей и не оставлять в живых, чтобы не было свидетелей. Преступники выбирали жертв в аэропорту, потому что родственники приезжих не сразу поднимали тревогу, да и у командировочных или туристов с собой были немалые деньги. Владимир Колчин работал в кооперативном такси, поэтому люди садились к нему без всякой опаски. А он отвозил их в ловушку, где уже ждали другие члены банды. На таксистов же банда нападала, потому что в конце смены у них была неплохая выручка на руках. Просто садились в таксомотор под видом пассажиров. Поэтому никто ничего никогда не видел и не замечал. Внешне все было как обычно. Участники банды Игоря Колчина забирали не только деньги, но и все, что можно. Пятна крови на одежде они застирывали и даже носили сами, либо продавали, часть украшений дарили женам, другую сбывали в комиссионках. Вскоре арестовали брата и сестру Малаховых. И они тоже дали признательные показания. Следствие шло полным ходом и смогло выявить 32 эпизода преступлений. От рук банды погибли не менее 15 человек. Почти всех лишил жизни сам Игорь, которому это явно нравилось, и он развлекался, иногда отпуская жертву на свободу. Но как только человек удалялся на несколько десятков метров, звучал неизменный выстрел. Именно он, главный негодяй, все еще оставался на свободе. Но тут и Владимир Колчин решил, что пора попробовать сохранить свою жизнь, и согласился сотрудничать со следствием. Он-то и рассказал, что Игорь прячется в лесу за Аргазинским водохранилищем, что он серьезно вооружен и окажет отчаянное сопротивление. Однако бандита задержали без шума и пыли в результате блестяще организованной и выполненной операции. 21 мая 1991 года Челябинский областной суд приговорил Игоря и Владимира Колчиных, а также Олега Малахова к высшей мере наказания. Евгений Гончаров был приговорен к 13 годам заключения, а Людмила Колчина и Елена Малахова получили по 7 лет лишения свободы. Однако Игорь Колчин вынес сам себе приговор, через полгода сведя счеты с жизнью в одиночной камере изолятора. И это было вовремя, потому что ветер перемен уже гулял по стране, вызывая странные судебные решения. Верховный суд заменил наказание Владимиру Колчину и Олегу Малахову на 15 лет заключения, а Людмила Колчина и Елена Малахова и вовсе вышли на свободу спустя всего 4 года. Евгению Гончарову впоследствии также сократили срок заключения. Наступала новая эпоха, в которой преступники уже могли почти не бояться потерять жизнь.